Смарт-часы на операционной системе HyperOS с возможностью менять безели, ярким AMOLED-экраном, частотой обновления до 60 Гц, поддержкой более 150 видов тренировок, временем автономной работы до 15 суток на одном заряде, постоянным измерением пульса SpO2 и уровнем стресса. Мониторинг сна, разумеется, есть. И это только малая часть того, что нам обещает производитель в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Watch S3. На китайскую версию я уже делал обзор около 4 месяцев назад. Напоминаю, что китайская версия есть с поддержкой eSIM, есть поддержка с версией Bluetooth, но без eSIM. Глобальная же версия, о которой пойдет сегодня речь, не имеет функции eSIM, но как же на самом деле дела обстоят у данной модели и что они там допилили, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется S3 в белой продолговатой упаковке с изображением, названием и краткими характеристиками модели. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство и зарядное устройство с двумя пинами. Весит S3 69 граммов, а габариты следующие: 47 на 47 на 14,2 мм, ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс разыгрываю ежемесячно по одному смартфону. Первые 3 месяца это будет Poco X6 Pro. Условия для розыгрыша просты. Вы подписываетесь на этот канал с колоколом, оставляете комментарий больше 5 слов, либо в комментарии, либо в описании своего канала на YouTube. Пишите имя в Телеграме и подписывайтесь на Телеграм скидок. И все, вы автоматически в розыгрыше. Единственное, не забудьте еще подписки открыть. Если победите, я вам напишу. Не обязательно приходить на розыгрыш. Переходим к обзору. Начнем. Поставляется S3 в черной и серой расцветке. Внешних изменений нет, что стандартно. Основная фишка осталась, а именно сменный безель. Напоминаю, что при смене безеля автоматически меняется циферблат. Корпус S3 выполнен из алюминиевого сплава, безель из нержавеющей стали, а с фронтальной части экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass. Ремешок быстросъемный, выполнен из вторкаучука со стандартным креплением и классической застежкой из металла. Охват запястья должен быть от 140 до 210 мм. При носке S3 дискомфорта не доставляют, как и во время сна. Ремешок во время активности не натирает, но запястье слегка потеет под ним. Далее на корпусе расположили краткую информацию, магнитную область для зарядки с пинами, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту датчик сердечного ритма, включая и SpO2, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик давления воздуха, датчик внешней освещенности и датчик холла. Далее с правого торца расположили две механические кнопки. Верхняя отвечает за переход к меню, возврат, а также за вызов голосового ассистента Alexa. Нижняя кнопка в стоке отвечает за переход к тренировкам, а зажатием можно перейти во вкладку выключения перезагрузки или сброса устройства. Повесить переход к другим приложениям возможность есть, но только на нижнюю кнопку. В приложении можно назначить экстренный номер и 3 нажатиями на нижнюю кнопку совершать вызов по этому номеру. Также с добавлением экстренных номеров можно включить функцию обнаружения падения. Летим дальше. С фронтальной части находится слегка утопленный AMOLED-дисплей на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей, частотой обновления экрана до 60 Гц и плотностью пикселей 326 ppi. Артефакты никуда не пропали в изображении на дисплее. Вовсе не хорошо это, учитывая стоимость смарт-часов. Это прям очень удивительно. Я думал, что они это дело либо допилили, либо был брак. Рамка у экрана минимальная, цветопередача насыщенная и четкости достаточно. Скроллинг плавный, система работает без сильных тормозов, перемещаться по интерфейсу удобно. Интерфейс доступен на русском языке, что неудивительно для глобальной версии, в китайской же русского языка нет. Операционная система закрытая, HyperOS, китайских приложений нету. Далее, яркость по моим замерам 780 люксов, при прямом попадании света на экран яркости достаточно, яркость регулируется ползунком, автоматическая яркость на борту и работает она хорошо. Always on Display также присутствует, работает он по расписанию или в смарт-режиме. Стиль AODA зависит от циферблата, но также есть 5 предустановленных стилей, которые можно слегка персонализировать. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно, хорошо и довольно быстро. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и двойной тап для пробуждения. На смарт-часы можно установить пароль, настроить жесты. Для удобного использования смарт-часов также есть режим «Не беспокоить» и спящий режим. Все стандартно. По свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, снизу вверх панель быстрого доступа без регулировки яркости, что неудобно, но есть фонарик, продувка динамика, переход к настройкам и не только. Слева направо и наоборот виджеты, которые разбиты по ячейкам, настроить порядок виджетов возможность есть, как и настроить ячейки и сортировать приложения в меню, изменять стиль меню. В меню можно обнаружить тренировки, которых более чем достаточно. Автоматическое определение активности на борту, также есть отслеживание плавания, интервальные тренировки, настройки для тренировок,
шаблоны для бега и статистика после тренировок. GPS-навигация отрабатывает плохо, но на данный момент судить сложно, так как в больших городах навигация работает неисправно из-за ряда причин, которые мы прекрасно знаем. То есть GPS везде будет в больших городах в России глючить, в западной ее части. Загружать маршрут на часы нельзя. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, но свернуть тренировку без ее остановки возможности нет. Далее в меню есть погода с подробным прогнозом, календарь, события, контакты, которые можно добавить через приложение, недавние вызовы, набор номера, диктофон, что удобно, Bluetooth-кнопка для съемки, даже в стоковом приложении камера на смартфоне, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, мировое время, компас, поиск смартфона, таймер и секундомер. Но в фоновом режиме работает только таймер. Для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, в меню есть музыкальный плеер. Загружать музыку на смарт-часы возможность есть, что удобно. Внутренней памяти на борту 2 гигабайта. Bluetooth используется в версии 5.2. Подключить нагрудный датчик нельзя, но можно подключить Bluetooth наушники к смарт-часам и Bluetooth колонку. Открыть вкладку с добавлением транспортных карт в приложении не выходит. Напоминаю, что в китайской версии есть модуль NFC, но не для оплаты банковскими картами. Что касается мониторинга здоровья, пульс работает в смарт-режиме, автоматическом режиме с выбранным интервалом SPO2 и уровень стресса измеряется в автоматическом режиме в состоянии покоя. Разумеется, все эти показатели можно измерять вручную. Функция мониторинга сна и фаз сна может также отслеживать дыхание во время сна. Сон мониторит смарт-часы хорошо, отход ко сну и пробуждение фиксируется правильно. Во время тренировки есть проблемы с измерением пульса SPO2, как и в китайской версии. Напоминаю, что по моим тестам здесь рулит Huawei, если вам нужно без нагрудных датчиков подсчитывать во время тренировки пульс и кислород. Помимо перечисленного, можно получить оценку витальности, мониторинг активности, статистику, дыхательные тренировки и барометр. Далее в настройках можно включить режим энергосбережения, настроить звук и вибрацию. Вибромотор тактильно приятный, да и динамик громкий с довольно качественным звуком. Поддерживается функция Bluetooth вызовов, быстрых ответов на уведомления нет, а для вызовов есть. Их можно добавить в приложение. Это круто. Уведомления приходят моментально, но отвечать на них нельзя. Иконки приложения отображаются. Летим дальше. Емкость аккумулятора 486 мАч. Полный цикл зарядки занимает 2 часа. 75% заряда в режиме ожидания хватает на 20 суток. В обычном сценарии использования 100% заряда с включенным Always On Display и автоматической регулировкой яркости хватает по моим тестам на 5-6 суток. Далее, водонепроницаемость 5 атмосфер. Для примера, окунул их в воду, по итогу с ними все в порядке. Внешне они никак не пострадали. Плавать с ними можно, как и принимать душ, но ходить в баню или купаться в соленой воде я с ними не советую. Далее, Xiaomi Watch S3 Global подключается к приложению Mi Fitness. Обновление уже прилетало. В приложении Mi Fitness есть 4 основные вкладки. В первой вкладке можно посмотреть весь мониторинг здоровья. Далее есть вкладка с тренировками, вкладка с профилем и вкладка с подключенными устройствами. Есть магазин циферблатов, и их на выбор достаточно. Ко всему есть персонализированные, кликабельные циферблаты, и любую фотографию на заставку установить можно. Магазина с приложениями нет, в отличие от китайской версии, что в целом не играет роли, так как в нем было только 2 приложения. Минусы: зарядка с пинами, нет возможности подключить нагрудный датчик, нельзя переназначить функцию на верхней кнопке, секундомер не работает в фоне, нет полноценной мультизадачности, нельзя загрузить маршрут, также не отображаются смайлики, нет быстрых ответов на уведомления, старенький Bluetooth чип, нет приложения Mi Home для управления бытовой техникой. Ну, по большому счету, минусы все те же, ничего не поменялось. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. Умные часы Xiaomi Watch S3 Global. Стильные смарт-часы с возможностью заменять безели, хорошим временем автономной работы, корректно работающей операционной системой, но она закрытая. Лично для меня данная модель довольно простая, учитывая стоимость, поэтому от меня девайсу скорее супер скромное «да», потому что аналогов, что у Amazfit, что у Samsung, что у каких-нибудь там Huawei и Honor просто море, не говоря уже о втором и третьем эшелоне. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.